Всем привет! Хочу показать и продемонстрировать свою только что собранную бензиновую горелку для пайки цветных металлов. На просторах интернета есть масса интересных роликов о том, как и из чего сделать подобную горелочку. Вот и я вдохновился и решил повторить. Идея замечательная и для самодельщика очень нужная. Итак, бензиновая горелка. Чтобы собрать такую штуковину, необходимо немного подготовиться. А если подготовился, считай, полдела уже сделано. В магазине сантехники я купил латунную заглушку с внутренней резьбой на 1/2 дюйма. Переходную муфту с наружной резьбой также на 1/2 дюйма. Переходник под шланг, в простонародье ёрш, с внутренней резьбой на 1/2 дюйма, на котором сам ёрш в диаметре 18 мм по наружу, а внутренний диаметр 14 мм. Далее. Маленький кран на 1/4 дюйма и к нему переходную муфту с наружной резьбой на 1/4 с внутренним диаметром 8 мм. Также взял пару ёршиков тройничков на 8 мм, они понадобятся для испарителя. Ну и пару трубочек. Одна из латуни 8х6 и медная 5х3. Их я не покупал, просто лежали в мастерской, ожидая своего часа. Также понадобится еще одна немаловажная деталь. Это рассекатель паров бензина, попросту диффузор. Многие люди делают его из 50-копеечной монеты, кто-то делает из рубля, но поскольку у меня был кругляк диаметром 19 мм, я просто отпилил от него кусочек толщиной 2 мм, обработал плоскости и просверлил в нем по кругу 25 отверстий диаметром 1 мм на относительно ровном расстоянии. Вот в принципе и все детали, из которых состоит эта бензиновая горелка. Теперь можно с удовольствием приступить к сборке. Первое, что нужно сделать, это собрать конфузор. Для удобства разметки отверстий под трубки. Собираем. Накручиваем на переходник заглушку и ёрш. Берем колумбик. Замеряем по граням заглушки размер. Здесь у нас 22 мм. Делим пополам. Получается 11 мм. И проводим риски, выявляя центр гайки. Готово. Центр виден. Следом легонько накерниваем и сверлим отверстие по диаметру инжекционной трубки. В моем случае это 5 мм. И сразу заодно просверливаем отверстие в диффузоре. Тоже по центру. Отверстия просверлены, они нужны для того, чтобы провести инжекционную трубку через конфузор и зацентровать диффузор-рассекатель. Вот как это должно выглядеть. Теперь по канонам горелка строительства необходимо туго зажать переходную муфту и заглушку, после чего качественно пропаять по кругу. Но я займусь этим немного позже, а сейчас зажимаю
и сверлю отверстие для трубки диаметром 8 мм на одной из плоскостей. Следующий этап — это очередная разметка. Одну из плоскостей делю пополам, керню и сверлю. Дело движется, горелка собирается. Еще один узел готов. Что я сделал? Я просверлил отверстие диаметром 7 мм на размеченной плоскости. Затем мечиком на 8 нарезал резьбу и сделал также еще одну резьбу на одном из краев трубки леркой на 8 мм. Многие, не заморачиваясь, трубку просто впаивают без резьбы. Но поскольку мне это совершенно не стоило никаких усилий, я решил сделать всю процедуру для надежности. Думаю, хуже не будет однозначно. Для заметки, на краю трубки резьбу нарезал буквально на 4-5 витков. Этого достаточно для скрутки. Важно, чтобы основная трубка не упиралась в инжекционную. Любопытно глянуть, что уже получается. Сейчас еще разок соберу конфузор для дальнейшего планирования технической мысли. Ну, все отлично. Да, еще одно маленькое замечание. Диффузор-рассекатель не должен болтаться при закрученном ерше. Он должен плотно прилегать к плоскостям, дабы избежать неравномерного выхода бензиновых паров. Если все же диффузор немного болтается, то это можно вылечить подпиливанием края гайки ерша. Двигаюсь дальше. Сейчас определяюсь с длиной основной трубки до крана, поскольку не хочу делать горелку слишком длинной. Поэтому 65 мм мне будет достаточно. Ставлю метку и отрезаю. Отличный размерчик, как по мне. Довольно пропорционально. Нравится. Так, теперь отрежу несколько витков от переходной муфты на 1/4, чтобы грани соприкасались с краном. Это, конечно, не обязательно, но для эстетики сделать это хочу. Тем более, это несложно. Делаю. Вкручиваю переходную муфту. Вот. Вот теперь оно отлично смотрится. Круто. Двигаюсь к этапу полной компоновки. И теперь нужно подумать о ручке. Но в принципе и тут думать особо нечего. Чтобы ее не вытачивать, я просто позаимствую ее у напильника.
Смотрите, какая прелесть. Останется ее лишь просверлить, набить и готово. Без заморочек, без головняка. Все как мы любим. Все должно быть просто. Вот и пришло время следующего этапа. И этот этап пайка. Теперь необходимо припаять все места соединения, а также впаять инжекционную трубку в основной канал. Сейчас сверлю отверстие для инжекционной трубки. Вот в этом месте, немного ниже крана. Соответственно, отверстие по диаметру самой трубки, а это 5 мм. Отверстие готово. Инжекционная трубочка входит сюда так, как нужно. Теперь аккуратно и красиво сгибаю эту трубочку и провожу ее в конфузор. Итак, все стало на свои места. Горелка имеет почти завершенный вид, осталось лишь все качественно запаять, а также подогнать ручку. К слову, еще один маленький нюанс. Край инжекционной трубки необходимо выпустить из рассекателя буквально на 2-3 мм. Ставлю метки, разбираю горелку, буду паять все по частям. Также придется разобрать кран во избежание расплавления капроновых втулок. Фактически все припаяно. Теперь раскручиваю, собираю кран и ввожу инжекционную трубку, а также допаиваю. Краник покинул чат. Еще один полезный нюанс. Перед сборкой резьбовых соединений их желательно промазать любым герметиком во избежание выхода паров бензина. Вот и подошел момент финишной пайки. Выпускаю край инжекционной трубки на 2-3 мм и запаиваю с тыльной части заглушки. Вот и все. Основная работа закончена. Горелка готова на 99%. Осталось лишь насадить ручку и всецело окультурить. С горелкой я закончил. Ручку вклеил на двухкомпонентный эбоксидный клей. При тестировании и испытании, возможно, потребуется укоротить длину сопла, но этим я займусь немного позже. Ранее забыл упомянуть, что паял твердоплавким оловом. В целом, горелка получилась компактная, удобная и, как по мне, красивая, что немаловажно. Немного поколдовал за кадром, я собрал простой временный испаритель бензина. Полагаю, что схему объяснять не нужно, все и так прекрасно видно на стенде. Скажу только одно, что через черный шланг подается воздух из компрессора с давлением 0,5-0,6 кг, а через этот прозрачный шланг выходят пары бензина, поступающие на горелку.
К слову, в банку, он же испаритель, я налил очищенный бензин Калоша, поскольку обычный бензин для авто попросту непригоден. Вроде бы все сказал, что хотел. Теперь предлагаю вам небольшую демонстрацию работы этой горелки. Все-таки упустил один небольшой нюанс. Я все же немного укоротил длину сопла на 10 мм, чтобы пламя горелки было более стабильным. Первым делом расплавлю кусок алюминиевого провода и какую-то трубку. Затем медный провод и кусочек латуни, а также твердоплавкий припой. Попробую немного побаловаться и посмотреть, на что способна эта горелочка. Как можно видеть, алюминий плавится с легкостью. Очень круто. Предлагаю усложнить задачу и попробовать расплавить медную проволоку. Итак, усложняю задачу для своей горелки. Буду пробовать плавить медную проволоку. Друзья, я считаю результат просто замечательный. Как видно, медь все же расплавилась, а это уже отличный показатель. Теперь хочу попробовать расплавить латунную трубочку.
И этот результат меня более чем порадовал. Как можно видеть, вам видно, скорее всего, ауч, немножко горячо, не очень хорошо, но латунь расплавилась. Просто изумительно. Я в восторге. Итак, горелка плавит легко алюминий, немного с трудом плавит медь и в среднем неплохо плавит небольшие объемы латуни. Теперь меня заинтересовало, и я хочу попробовать нагреть стекло. Просто любопытный эксперимент. А со стеклом так вообще нет никаких проблем. Стекло плавится как карамель. Идеальный результат. Я так увлекся, что у меня появилось желание расплавить еще один кусочек латуни. Друзья, что можно сказать по итогу? Вещица однозначно годная, и я ей очень доволен. Вы видели, как эта горелочка с легкостью плавит алюминий, латунь и даже небольшие объемы меди. А стекло вообще растекается как карамель. На этом я свой проект закончил. Спасибо за то, что были со мной. Спасибо за то, что разделили мой очередной творческий порыв. Делайте полезные и красивые вещи из ничего. Всем пока, до новых встреч и новых проектов.